Если вы опылили одну орхидею на другую, то 100% знайте, если у вас получится вырастить эти семена и у вас получатся новые маленькие орхидейки, которые со временем вырастут в большие и зацветут, то цветение это будет эксклюзивным в мире. Так как если даже кто-то в мире возьмет две точно такие же орхидеи, не факт, что в другом случае гены мамы будут преобладать над генами папы или наоборот. Итак, добрый день, меня зовут Станислав и вы на канале Орхидеи дома. По своему опыту скажу, что опыление у меня получилось сразу. И следующий шаг после того, как через 120 дней я получил первые семена и я начал сеять, здесь у меня уже пошли неудачи, с которыми я боролся почти 9 месяцев. Но в один прекрасный момент, в конце сентября 2022 года, у меня наконец-то все получилось. И вот первых моих сеянцев я сейчас вам как раз и показываю. Здесь вот вы видите, что у меня такие групповые посадки. И я вам скажу, что в групповых посадках мне легче за ними ухаживать. Вот в этом, например, ведерочке, смотрите, вообще какая красота. И я понимаю, что не сегодня-завтра мне придется рассаживать их, так как они начинают вести между собой борьбу за свет. Видите, когда разрастаются листочки, они начинают друг друга закрывать. И вот смотрите, когда они находятся в групповой посадке, листочки у них такие продолговатые. Почему я на этом акцентирую внимание? В конце потом я вам покажу те орхидейки, которые я уже рассадил отдельно. И вы увидите, какие у них там листочки. Здесь, смотрите, прекрасно развиваются корешочки. Каждая орхидейка, ну, некоторые уже запустили корешочки прямо в мох, некоторые еще вокруг мха, как бы корешочки так стелятся и не заходят. Но я думаю, рано или поздно все равно они войдут туда в мох и начнут уже более быстрее питать маленькие орхидеи для того, чтобы они росли. Ну, а причина, по которой я сегодня решил показать своих малышей, кстати, вот этих малышей я попробовал обработать аминостимом вот буквально 3 недели назад. Что из этого получится и как они восприняли эту обработку, я увижу немножко позже. И, конечно же, если вам будет интересно, поделюсь. Так вот, о причине сегодняшнего видео. Это зрительница Ирина, у которой, кстати, тоже есть свой канал, и которая тоже рассказывает про свою коллекцию орхидей, что она делает, как она за ними ухаживает. Так вот, она оставила комментарий. Здравствуйте, Станислав. Очень долгий интересный процесс, но мне интересно, есть ли уже цветущие ваши новые сорта? Очень хочется посмотреть. Если бы вы знали, как хочется это увидеть мне. Но, к сожалению, процесс этот долгий, и когда я искал разную информацию, то находил у некоторых производителей, что от момента посева до момента цветения орхидей проходит 4-5 лет. А так как я только что сказал, что мои орхидеи, первый удачный посев произошел в сентябре 2022 года, то как цветут мои орхидеи, я думаю, что я увижу не раньше, чем в 26-м, а то и в 27-м году. Кстати, вот сейчас пробный вариант посадки орхидей в кору. Если предыдущие все были посажены в мох, то вот здесь я садил 4 орхидеи. Одна, кстати, пропала, но 3 сейчас вот вы видите. Они находятся в коре. И, если честно, мне не совсем нравится, как скоро они растут. То есть
Может быть, из-за того, что я посадил сюда всего 4 орхидейки, и между ними нету конкуренции, но они все равно выглядят, видите, намного хуже, чем вот только что предыдущих 3 ведерка я вам показывал. И есть у меня еще одно экспериментальное ведерочко, в котором посажены в кокосовые чипсы. Ну, скажем так, а это в кокосовых чипсах ситуация лучше, чем в коре, но не совсем так, как в мху. То есть мох все-таки рулит. И мне кажется, что в мху самое лучшее выращивание малышей. Вот, кстати, посадки, которые я сделал год назад, индивидуальные. И вот смотрите, какие уже есть малыши. Вот как разрослись корни и в посадке, и вот воздушные. И, кстати, листики, вот смотрите, здесь вот уже круглые. Ну, давайте несколько штук сейчас посмотрим. Вон просвечивается корешочек. Развитие, в принципе, неплохое. Конечно же, хочется как можно быстрее, как можно, чтобы росли они быстро. Но, к сожалению, орхидеи так быстро, как другие растения, не растут. Хотя, видите, листочки, хороший корешочек, он виднеется, раскукленный. То есть, вроде бы все хорошо, но быстро все равно не получается выращивать, как обычные какие-то растения. Ну вот давайте вот этого малыша посмотрим. Значит, здесь я попробовал посадить в индивидуальную посадку с хорошей корневой, но еще не было раскрывшегося полного листочка. И вот так вот он чуть-чуть этот листочек подрос, но так он полностью еще и не раскрылся. Я, кстати, не лазил, не смотрел, как там чувствуют себя корни. И так как я вижу, что вроде бы он чуть-чуть вверх подрос, этот листочек, надеюсь, что он когда-нибудь раскроется и даст возможность, получится розетка и даст возможность следующему листочку здесь появиться. Но опять же хочу сказать, что это была вынужденная такая посадка. То, что сейчас вы видите вот этих вот очень маленьких малышей, это не совсем правильно. Орхидеи должны выращиваться в фласках, ну хотя бы вот до такого состояния, как вы видите сейчас, а лучше еще и больше. Ну, хотя бы вот в таком состоянии, когда орхидея будет во фласке, и в таком возрасте ее вытаскивать, это, я так считаю, самый такой оптимальный вариант. Я, кстати, перед тем, как начинать выращивать самостоятельно орхидеи, делать посевы и т.д. и т.п., то я вначале купил несколько фласок и попробовал вытащить орхидейки из фласки. И когда у меня в уходе все получилось, и даже уже есть сеянцы, которые у меня зацвели из фласок. В прошлом году принцесса Май, по-моему, называлась орхидея. Или моя принцесса. А, да, моя принцесса. И я показывал эту орхидею. Так, я оставлял две маленьких орхидейки, которые мне и одна, и вторая зацвели. А это, кстати, орхидея уже не из посева 22 года, а это из посева начала 23-го. Видите, я подпер с одной стороны кусочком коры, а с другой стороны, смотрите, какие корешки она пустила. И я думаю, что если еще эти корешки не пойдут в мох, я, наверное, заменю верхнюю часть мха, так как иногда бывает соли, которые выступают на поверхности, с соприкосновением корешков начинают корешки опаливать. И поэтому не всегда корешки стремятся, они как бы чувствуют, что существует на поверхности мха соль, и корешки не спешат углубляться в посадку. Ну вот смотрите, какая хорошая
орхидейка, как хорошо нарастила корневую, как хорошо развиваются. И вот заметьте, одиночная посадка, и как у нее листочки тоже круглые. Здесь он, кстати, начинает прорезаться новый листочек. Ну, а корешки, смотрите, какие здесь толстенькие, хорошенькие. И буквально еще немножко, когда эта орхидея нарастит корешки, смотрите по кругу, по дну полностью она уже вот так вот сделала круг. Ну, буквально немножко чуть-чуть. Такую орхидейку можно будет уже пересадить в горшочек немножко больший, чем этот. И если раньше, когда я пересаживал орхидеи в больший горшок, я мох бывало не убирал, а прямо укутывал их в тот мох, в котором они были, просто еще сверху, то сейчас я, наверное, буду частично мох убирать. Ну вот, самый большой мой сеянец. Это уже смело можно назвать его в размере 1,7. Смотрите, какие листочки, какая корневая, сколько даже воздушных корней. И здесь вот заполнен стаканчик внизу, видите, по окружности хорошо. Вот такую орхидею уже смело можно пересаживать из размера 1,7 в стаканчик 2,5. Я думаю, многие со мной согласятся, кто пробовал делать такие пересадки. Кстати, если кто-то считает иначе, может оставить под видео свое видение вопроса. Я думаю, что эта информация будет интересна всем. Кстати, мох, в котором я держу все свои орхидеи, я стараюсь набивать более-менее так плотно. Ну, а теперь давайте перейдем к моменту круглых листочков и продолговатых. Смотрите, вот я вам вначале показывал ведерочки, и в ведерочках у меня практически у всех орхидеек, смотрите, продолговатые листочки. Вот эту орхидейку я держал в ведерочке. И со временем я ее пересадил в индивидуальный стаканчик. И вот смотрите, если старые листочки у нее были продолговатые, то новые листочки растут круглые, как и в этих индивидуальных стаканчиках, которые я вам только что вот показывал. Вот смотрите. Смотрите, круглые листочки, но эта орхидея изначально сразу не была в групповой посадке. Они, вон гляньте, нижний листочек был все-таки чуть-чуть такой продолговатый. Но эту, по-моему, я садил сразу. И смотрите, когда орхидейки растут в индивидуальной посадке, у них почему-то круглые листочки. Если кто-то знает ответ на этот вопрос, кстати, напишите, мне будет очень интересно. Я, допустим, в этом моменте еще не разобрался. Ну и, конечно же, я не буду возражать, если вы поставите лайки за эту работу, которую я проделал, и вы сейчас ее наблюдаете. Ну, а пока я сейчас уберу этих малышей, я вам хочу рассказать, что уход за этими орхидеями точно такой же, как и за взрослыми. Единственный момент, что поливать их мне приходится иногда каждый день, иногда через день. И очень редко, когда примерно раз в 3 дня. Ну, а сейчас я вот достал 2 орхидеи, которые я покупал в 2021 году. И оставил одну свою самую большую вот орхидею, которая, как мы только что проговорили, в размере 1,7. Так вот, смотрите, орхидея «Хрустальная девочка». Значит, на канале в прошлом году в шорте есть видео, как она цветет полным цветением. И эту орхидею, получается, 22, 23, сейчас 24 год, 3 года прошло практически с момента, как я ее получил из размера 1,7. Она в прошлом году уже цвела. И в этом году вот она сейчас выпустила еще один цветонос. Корневая здесь неплохая. Есть, конечно,
немного солей, которые нужно будет немножко почистить. Но так развитие орхидеи очень хорошее. Так вот, эта орхидея все-таки процвела у нас уже, получается, через 2 года после размера 1,7. Корневая здесь, кстати, смотрите, отличная. И по стенкам, и снизу корешки пробиваются. То есть орхидея чувствует себя великолепно. Поэтому, наверное, и собирается цвести. А вот следующая орхидея, сейчас вот вы ее видите, она уже цветет. Вот давайте мы сейчас ее посмотрим. Она в прошлом году не зацвела. Тоже хрустальная девочка, это один и тот же сорт. Я покупал и ту, и другую, и ту, и другую орхидею у одного продавца. Это зеленая хата. И развитие, видите, здесь уже пересажено в более больший горшок. Это уже 12-й. А вот предыдущая у нас росла в 9-м. Так вот, та в 9-м горшку уже цвела в прошлом году, а эта решила цвести у нас только в этом. То есть из размера 1,7 до момента цветения, вот у этой орхидеи получается 22, 23, сейчас 24, почти 3 года. Ну и, конечно же, я вам покажу цветение этой орхидеи. Смотрите, как красиво оно выглядит. Еще я вам хочу сказать, что и предыдущая орхидея в прошлом году, когда цвела, и это, они ароматные. И аромат у нее настолько нежный такой, как цветет акация, вот примерно. Ну, это как мне, может быть, у кого-то другие какие-то впечатления, но мне кажется, что очень напоминает такое легкое цветение акации, но более, скажем так, слаще этот аромат. Но а цветы, смотрите, какие прекрасные. Я, например, любуюсь и наслаждаюсь. Смотрите, у нее на желтых сепалиях идет такая рябь в красную точечку. И цвет этой ряби точно такой, как уже на петалиях. Видите, петалии у нее такие красные, с переливами в сиреневый и краюшки белые. И правильно, наверное, такую орхидею называть трилипс. Трилипс это когда два горизонтальных вот этих лепестка трансформируются в губу, и тем самым обычная форма цветка приобретает симметричную форму треугольника. Ну вот, я специально поставил эти орхидеи рядом с моей самой большой орхидеей, которая по сравнению с ними малышка. И еще раз возвращаясь к вопросу Ирины, когда же они зацветут, мои, в смысле орхидеи, хочу сказать, что годика 2, наверное, придется ждать еще точно. Ну, а там посмотрим. Может быть, я найду какое-нибудь новое средство, которое максимально быстро сможет помочь зацвести вот такую вот малышку. Ведь бывают же случаи, когда и орхидеи в размере 1,7 начинают цвести в таком возрасте. Кстати, а что думаете вы по этому поводу? Мне очень интересно знать ваше мнение. Напишите. А еще сегодня я хочу поделиться с вами своими наработками в поселении маленьких орхидей в индивидуальные фласки. Я над этим уже давно работаю, не все всегда получается, и то, что у меня наработано на данный момент, я сейчас вам хочу показать. Если кто-то занимается таким же процессом и у кого-то это получается, пожалуйста, очень сильно хочу, чтобы вы оставили свои комментарии.
А я вам просто сейчас без комментариев, как бы это мои только первые наработки, не все всегда проходит удачно, просто сейчас хочу показать и услышать от вас комментарии, возможно, с очень полезными советами. Ну вот такая история с будущими эксклюзивными орхидеями в мире. Надеюсь, что вам сегодня было со мной интересно. Надеюсь, что вы мне пожелаете удачи в этом нелегком деле. И, конечно же, я жду вас с нетерпением на канале Орхидеи дома снова и снова. Всем пока!